Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Paymaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику «100 персонажей» из игры GTA Vice City Definitive Edition и GTA Vice City Stories. Сегодня расскажу про Lance Vance. Lance Vance. Третагонист, ставший второстепенным антагонистом в GTA Vice City Definitive Edition и дейтагонист в GTA Vice City Stories. Лэнс Вэнс родился у белой матери Джанет Вэнс, а его отец эмигрировал из Доминиканской республики. Он и два его брата, Виктор и Пит, выросли в бедности. Из-за того, что их мать была наркоманкой, их воспитывала тетя Эннет, которую они, особенно Лэнс, считал своей единственной матерью. В школе Лэнса часто дразнили из-за его имени, к которому он до сих пор очень чувствителен. Когда он работал с Рикардо Диазом, он лжет, что его зовут Квентин. По словам Вика, в юности Лэнса выгнали из бойскаутов. Вик всегда относился к Лэнсу как к маленькому ребенку. И из-за Лэнса у них обоих постоянно возникали проблемы, которые продолжались в его взрослой жизни. Лэнс – хорошо одетый 32-летний бродяга, который совсем недавно приехал в Вайс-Сити со своим братом. Брата застрелили во время сделки с семьей Сони Форелли с наркотиками, которая сорвалась под присмотром Томми Версетти. Теперь сражались бок о бок с Томми. Лэнс не оставился ни перед чем, чтобы отомстить за смерть брата, кто бы не встал у него на пути. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Лэнс. Беззаботный, веселый, но при этом крайне вспыльчивый, громогласый и эгоистичный человек. Он изображен ленивым и эгоцентричным, часто хвастается и провоцирует своего врага, часто говоря о себе в третьем лице. Из-за плохого воспитания и неудач в детстве у Лэнса развилось чувство незащищенности, что привело к эгоистичному желанию стать богатым и влиятельным, чтобы доказать, что он изменился по сравнению со своим некомпетентным прошлым «я». Его не будет волновать способы, с помощью которых это можно достичь. Лэнс без колебаний ввязывается в наркобизнес, так как может заработать большие деньги, не делая абсолютно ничего, несмотря на то, что в игре Лэнс изображен ненадежным, но не совсем глуп, так как способен самостоятельно заключить сделки и строить планы, но чаще позволяет эмоциям брать верх и срывать собственные планы. Из-за своего эгоизма Лэнс обычно отказывается и помогать другим, если только это не затрагивает его интересы, а также редко соглашается делать работу сам, если только у него нет личных причин. Несмотря на это или вопреки этому, Лэнс часто присваивает себе заслуги за то, что к чему-то он не имеет никакого отношения. На протяжении всей своей жизни вспыльчивый характер Лэнса часто подвергает его жизнь опасности, вынуждая его брата Вика неоднократно спасать его. И несмотря на это, а также на пренебрежительное отношение Вика к выходам Лэнса глубоко уважала Вика и тетю Эннет за их семейные узы. Когда 2 года спустя Вику убили, Лэнс настоятельно зациклился на миссии за брата, что решил напасть на Рикардо Диаза в одиночку. Несмотря на тщательно продуманный план, который они с Томми Версетти разработали ранее. Несмотря на недостатки и некомпетентность Лэнса, показано, что он бесстрашно, охотно сражается бок о бок со своим братом или подельником. В большинстве случаев поддерживает верх над очень могущественным
преступными организациями, такими как картель Мендеза или картель Диаса. Лэнс также очень материалистичен, поскольку его часто можно увидеть тратящие деньги, заработанные на торговле наркотиками, на предметы роскоши, ведущие роскошным образ жизни, например, на своей любимой машине Инфернус и в 3 разных модных костюмах, которые он купил за границей перед финальной миссией GTA Vice City Stories. На самом деле в сериале часто обыгрывается ситуация, когда кто-то уничтожает Инфернус Лэнса, и он начинает преследовать виновных. В конечном счете самым злым его врагом был он сам. Несмотря на то, что ему удалось отомстить за брата и заслужил уважение Томми, который принял его как равноправного партнера своей новой наркоимперии Лэнс, решил предать его ради Сони Форелли из-за бизнеса, из-за того, что с детства его достало то, что его отвергали и не смотрели на него свысока. Возможно, это и поэтичная ирония, что перед смертью Лэнса насмехался над Томми, говорят, что теперь некому прикрыть его задницу. Несмотря на то, что сам Лэнс остался один из-за своих бесчестных амбиций. В GTA Vice City Definitive Edition он всегда одет в белый вечерний костюм с фиолетовой рубашкой. На его рисунках он изображен в светло-фиолетовом костюме. В GTA Vice City Stories его наряд меняется с красной рубашки и джинсов на двухбортный голубой костюм. Во время миссии Snow Hatch в GTA Vice City Stories видно, как Лэнс заказывает по телефону 3 костюма: розовый, синий и белый. Прежде чем Виктор выбрасывает его, и Лэнс говорит человеку на другом конце провода, чтобы перезвонить позже. Розовый и белый костюм появляются в его образе в GTA Vice City Definitive Edition, а синий после от нуля до героя в GTA Vice City Stories. Рикардо Диас убит им и Томми, чтобы отомстить за смерть Вика. А если вы хотите узнать о разных раздачах на разных площадках, или вот на приложении iOS и других разные промокоды, разные игры, разные площадки, разные халява, то присоединяйтесь к моей группе «Ну просто халявы». Ссылочка находится в описании данного видеоролика. Тут каждый день модерация данной группы, в том числе я лично, вас радует разными халявами. В GTA San Andreas Definitive Edition есть билборд с отсылкой к Лэнсу. В GTA San Andreas Definitive Edition персонаж Райдер также оказывается предателем и перебежчиком, как и Лэнс. Примечательно, что настоящее имя Райдера также Лэнс. Лэнса озвучивает Филипп Майкл Томас, актер, который снимался в сериале «Полиция Майами». Лэнс — единственный антагонист в серии, который передает главного героя в самом конце игры. Любимая радиостанция Лэнса Fever 105, также она установлена по умолчанию в его Инфернусе. Будучи второстепенным персонажем, он является одним из 3 второстепенных персонажей, связанных с главным героем, наряду с Свит Джонсоном и Романом Белликом. Как второстепенный персонаж, он является одним из 2 второстепенных персонажей, связанных с главными героями, вторым является Джимми Де Санта. Будучи антагонистом, он является одним из 2 антагонистов, связанных с главным героем, вторым является Вули. Лэнс также является третагонистом и антагонистом за большим количеством появлений. Если считать общее количество его появлений в GTA Vice City Definitive Edition и GTA Vice City Stories. И на этом история про Лэнса Венс из игр GTA Vice City Definitive Edition и GTA Vice City Stories подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, за выполнение действия, как видите прямо сейчас на ваших экранах. Комментарий, колокольчики, подписка на канал. С вами был Михаил, с канала Пайкмейкер.